Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, моя тема ландшафтная архитектура и вот такой вот скетчинг, и плюс еще проектный скетчинг, различные варианты того, каким образом можно рисовать руками и обрабатывать руками свою идею. Может быть проектную идею, может быть творческую идею, может быть зарисовку путешествий или все что угодно. Смотрите в описании к этому видео, очень много плейлистов, в котором на вот такие вот разные темы собрано большое количество моих видеоуроков. Используйте их, повторяйте, берите листик, бумагу, тут же повторяйте. Не сидите, не ждите, некуда ждать. И вот в этом случае я начинаю свой рисунок, вот такой он будет в финале, с контурного простроения всей этой истории. Я должен получить сначала контуры моего объекта, и я строю его в двухточной перспективе. Тут немножко камера искажает всю ситуацию, но когда я буду показывать вид сверху, посмотрите, там в принципе все понятно. Рисую основные грани, фиксирую основные точки и даю немножко вот такого вот бэкграунда на земле. В принципе, все получилось. Теперь мне нужно принести туда тени образования я приношу водой. Это кисточка, аквабраш. В нее просто налита чистая вода. И я размываю те чернила, которыми я нарисовал вот этот вот рисунок. Чернила это Winsor & Newton, Calligraphy Ink, если ничего не путаю, сепия. Да, скорее всего сепия. И вот таким вот образом я прохожусь по рисунку. То, что у меня нарисовано линиями, теперь я перевожу в тоновые отношения. И я думаю, те края, которые ближе ко мне, они должны быть немножко темнее. Те, которые дальше от меня, они должны быть, ну, чуть светлее. И ориентируясь вот на этот принцип, я приношу туда капли туши, немножко воды, немножко капель туши. И вот так вот стараюсь вытянуть этот рисунок из листа. Звучит, может быть, чуть сложно, но на практике все довольно просто. Просто для тех, которые делают там 10, 15, 20, 30 попыток. Это все вот такая вот история, как фитнес. Если ты относишься к этой структуре как к фитнесу, то тебе все легко. Если ты делаешь одну-две попытки, то тебе сложно, у тебя ничего не получается. Поэтому нужно думать про рисование, про скетчинг вот такого типа, как спорт, к которому нужно делать подходы. Вот теперь делаю детализацию. У меня немножко подсохло вот то, чем я делал тени, и я рисую идею бревен. Я не говорю, что я рисую сами бревна, потому что я скорее делаю намек на бревна. И это работает очень хорошо. Я точно не буду прорисовывать каждую детальку каждого бревна. Это бесполезно и бессмысленно, и делает рисунок очень тяжелым. А если подчеркнуть направление бревна и нарисовать, ну, может быть, не каждый, ну, довольно много, но не очень тщательно вот эти вот торцы бревен, наметить основные линии крыши, но не рисовать там каждую досточку, то будет выглядеть довольно легко, воздушно и симпатично. Ну, продолжаю прорабатывать всю эту историю. Там у меня есть небольшая дверь. То, что я нарисовал с бревнами, я прохожусь аквабрашем, делаю чуть-чуть акценты, делаю чуть-чуть направление формы, прорабатываю купол. И, в принципе, вот эта вот история, мне кажется, уже зафиналилась хорошо. Вот тут на фоточке как раз каллиграфия Ink, Winsor & Newton, который я использую. И вот такой вот оттенок они дают. Мне кажется, он неплох. И в последнее время я прихожу и вот именно к этому пониманию цвета в моей графике. Обычно у меня черно-белая графика, но в принципе вот такой вот цвет это достаточно интересно и эпично. Мне нравится. Сейчас я полетаю над рисунком, и вы посмотрите детали. Каким образом чернила работают с хорошей акварельной бумагой. Ну, может быть, не самой хорошей, но это палаццо. Это палаццо 280 грамм на метр, и она такая вполне себе адекватная. Мне нравится. И по цене адекватной, и по результату. На обычной акварельной, как я рисовал раньше, на рыбачке, такого, конечно, не достичь. Я вот попытался, ничего не получилось, оно по-другому работает. По-другому работает вода.
В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, ну, берите, конечно, листик и делайте вот такой вариант, как копия этого рисунка. Было приятно подскетчить, смотрите в описании к видео ссылки на другие плейлисты. Всем чао-чао, пока.